Всем доброй ночи, дорогие друзья. Вот только что завершили шаманский ритуал. Решила снять, пока у меня есть энергия, а энергия прет после этого ритуала, вы на себя ощутили. Решила снять ритуал на языке духов, точнее подарить вам заговор. Язык духов, я уже вам объясняла, это либо забытые языки, языки прошлых цивилизаций, вымершие языки, которые остались у нас в памяти на уровне подсознания. Либо один из языков сил потустороннего мира, потому что силы между собой общаются как мыслями, так и языком, то есть речью. Но как бы там ни было, этот язык приходит подсознательно. Многие из нас во снах иногда разговаривают на непонятном языке, и самое интересное, что они понимают, что им говорят и что они говорят. Иногда во время высокой температуры, когда ребенок бредит, начинает разговаривать на каком-то непонятном языке, и нам кажется, что это на самом деле бред, это такое состояние, да, связанное с повышенной температурой, но очень может быть, что в это время в пограничном состоянии, в состоянии измененного сознания, мы знаем, что во время стресса, болезней наше подсознание раскрывается очень сильно и очень мощно и выдает нам такие тайные вещи, которые были сокрыты в нашем подсознании. Человек сам не знает, на что он способен в экстремальных случаях или в случае вот такого вот стрессового или пограничного между мирами, между жизнью и смертью. И раскрываются потайные углы нашего подсознания, наша генетика выдает определенный язык, который нам не знаком, но почему-то, точнее, мы не знаем этот язык, но внутренне чувствуем, что это часть нас или наших предков. Вот это и есть язык духов. Только если обычным людям язык духов раскрывается, а языков духов много миллионов, это не определенный один язык. Так вот, если обычному человеку он раскрывается во время стрессовой ситуации, во время бреда, во время сна и так далее, то есть подсознательно или во время измененного сознания, то людям силы, они раскрываются намного чаще и могут раскрыться точно так же и во снах, или даже в такой, знаете, абсолютно бодрое время, когда ты сидишь, и на ум приходят эти слова, и ты записываешь, и ты пробуешь, оно работает, и ты понимаешь, для чего оно дано, как-то подсознательно идут вот эти подсказки. Итак, я вам хочу подарить заговор на языке духов, призыв удачи. Если вы идете по важному делу, и вам нужна удача в этот момент, или вы продаете товар, вам нужна удача. Кстати, дела купеческие или дела торговые. Сегодня женщина написала, я пока вспомнила, скажу вам. Те, которые просят вот на продажу и все такое. Сколько вам можно говорить, что вы должны набрать просто денежные ритуалы, ритуалы на продажу, для торговли. И рядом ведьмина изба. И выходят эти все ритуалы. Так вот, дела торговые, она написала целые там... По-моему, 3 месяца не было торговли, была паника, страх, не знала, что делать, и вдруг наткнулась на ваш канал и решила сделать со звоночком. И, как вы и сказали, летала туда-сюда и обнаружила, что я за весь день вообще не присела, и в кармане полно денег. То есть, насколько я поняла, она продавала одежду. И говорит, то одному человеку мерю одежду, то другому подбираю одежду. Вот так и прошел весь день, и некогда было присесть. Как видите, человек совершенно случайно зашел на мой канал. То есть она не знала, у нее не было такой, знаете, крепкой веры или какого-то там самовнушения или чего-то еще. Просто от отчаяния, безысходности решила попробовать. Это к тому, что любому человеку духи помогают. Неважно, знает этот человек меня, не знает, верит в это, не верит, но обращается с уважением и с надеждой на них. И они слышат и помогают. Вот точно так же
Если вы весь день сидите, а вам хочется продать свои вещи ни в какую, возьмите и прочитайте 10 раз этот призыв удачи на языке духов. Или вам нужно сдать экзамен, или вам нужно получить права, или вы хотите получить кредиты и вот переживаете, что еще там. Разные ситуации. Одним словом, чтобы в этом деле была удача. Некоторые спрашивают, а вот продажи там через интернет, для интернетных продаж, ведьмина изба, набираете, и выходят ритуалы, которые нужны для того, чтобы, то есть для тех людей, которые занимаются вот этими онлайн-продажами. Всего лишь надо набрать все, что тебе надо, рядом ведьмина изба, и выйдут все похожие ритуалы, похожие работы, которые у меня есть. Итак, читайте вполголоса. Почему вполголоса? Некоторые вещи нужно читать шепотом. Это называется шепотки. Я уже объясняла. Определенные духи слышат только шепот. И реагируют только шепот. На вибрации шепота. И приходят на помощь, когда вы шепчете. Другие духи реагируют на громкий голос. Надо читать громко. Поэтому говорю, этот ритуал читаем громко. Третий реагирует на полголоса, полтона голос. У каждого есть свои волны. Если вы будете это криком кричать, у вас может не получиться, потому что те духи, которые должны прийти, они вас не услышат. Вы не попадете на их частоту. Понимаете, вот грубо говоря, как радиоволны. Попали на их частоту, они вас услышали. Поэтому относитесь очень внимательно и каждому моему слову, рекомендациям я не просто так говорю. Я просто очень занята и не могу каждый раз одно и то же объяснять, поскольку 100 раз уже объясняла. Не хочется и не считая нужным одно и то же объяснять, но если я вам сказала, вот так надо делать, значит, надо делать так. И это имеет определенный смысл. И потому получается. И более никак. Мне нравится очень вот, пример, а нет картошки там, в суп можно добавить, там, например, яблоки нарезать и добавить вместо картошки. Ну, раз картошки нет, то же самое. А вот нет вот такой свечи, а можно без нее читать, а можно без алтаря, а можно вообще... Да можно без ничего делать, но у вас ни хрена не получится. Вполголоса читать 10 раз. А после наблюдайте, как у вас все начнет вокруг приходить движение. Асама ия эльфа. Алайма аса элаима. Меирмо ава иено. Саваума аса ма ялайо. Эхамо сиамо вея алвея. Ми одемо вия севея. Странный язык, да? Причем разные заговоры на языке духов, они совсем по-разному звучат. Да, еще маленькая просьба, пока не забыла. Будьте добры, не пишите мне ересь, типа того, а есть у вас шепоток, чтобы вот все было хорошо, счастье, здоровье, деньги пришли, все болезни исчезли. Это делается не шепотком. Это, понимаете, есть определенный уровень определенной просьбы, определенной работы. Ну, то есть, ну, например, я даже не знаю, с чем это сравнить. Можно ли в один день построить дом? Нет. В один день построенный дом развалится в тот же день. Но в один день, например, можно собачью будку построить. Это да. Вот здесь то же самое. Одним шепотком счастье, здоровье, удачу, все это принести в жизнь нереально. Но одним шепотком можно вот в этот момент, например, избежать неприятной встречи. Или тут же зайти, и вам не откажут в просьбе. Понимаете? Шепотки, заговоры и прочее, они, ну, смотря какие, они рассчитаны на сиюминутную помощь. В таких мелких делах, ну, иногда и очень больших делах, иногда они жизнь спасают, но в этот момент. А вот привести свою жизнь, удачу и прочее, это нужно потрудиться и вызвать более могущественные силы. Поэтому будьте добры, вот эту ересь я больше читать не хочу. Еще раз читаю, и на этом все. Асама ия эльфа. Элайма аса элейма. Меирмо ава иено. Саваума аса ме ялайо. Эхамо сиамо вея алвея.
ми одемо вия севея. Давайте еще раз прочитаем. Асама ия эльфа. Элайма аса элаима. Меирмо ава иено. Саваума аса мая ялайо. Эхамо сиамо вея алвея. Ми одемо вия севея. Согласитесь, довольно красивый язык. Вот еще один заговор на языке духов вам в помощь. Всем спокойной ночи.